Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Язык жестов очень громкий, если уметь видеть детали, которые выдают нас всегда, даже если мы что-то хотим спрятать от чужих глаз. Чангук и Тэхён просто пожирают друг друга глазами, а их губы передают это нестерпимое желание дотронуться до любимого человека напротив. Девятое место. Могли бы ради приличия уже и поцеловаться. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Музыкальная исповедь Чангука. Тайные послания Тэхёну». Что нам рассказал плейлист Чангука о Вегу? Плейлист полон тоски по любимому, который сейчас далеко, Тэхён, и воспоминаний о Гавайях с Тэхёном. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Это было не обязательно делать так, но они просто захотели больше прикосновений. Седьмое место. Ну сидит же, дышит же, провоцирует, как тут не потрогать. Повод не нужен, Чангук все равно потрогает Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Когда признаваться ему в любви так же легко, как просто дышать воздухом. Улыбка Тэхёна для Чангука. Улыбка Чангука для Тэхёна. Я никогда не перестану любить их любовь и их самих. Пятое место. У Тэхёна такое лицо, словно он уже определился с ужином. Четвертое место. Забота. То, как Чангук боролся за личное пространство Тэхёна, выглядит так правильно.
Тэхён плохо себя чувствовал, он ненавидит аэропорты и толпу, ему сложно справиться с собой в такие моменты, а Чангук, зная это, поддерживал и заботился о своем чуде. Третье место. Новости. Реакция преподавателя вокала на пение Тэхёна в Your Eyes Tell. Красиво. В его голосе столько эмоций, мне это очень нравится. Он очень хорошо использует свой голос именно так, как требует песня. Он соответствует ей. Я думаю, если быть совсем честным, у него, наверное, самый многогранный голос из всех. У Тэхёна действительно особенный голос, способный коснуться души слушателя. Тэхён в бандане в личном топе самых крышесносных образов. Цветочки от Чангука в этот прекрасный весенний день. Взял свою любовь в руки и унес. Признавайтесь срочно, насколько сильно пищали, когда увидели впервые. Если вам холодно, Чангук согреет вас своим видом. Интервью с Хосоком для Rolling Stones. Вопрос. Давай немного поговорим о Sweet Dreams. Ее посыл о желании быть любимым и любить. Ты один из самых любимых музыкантов на планете. Эта песня затрагивает какие-либо сомнения или неуверенность, которые у тебя, возможно, есть. Ответ Хосока. Все мои сомнения трансформировались в убеждение, я пришел к принятию тепла, которое ассоциируется сейчас со стабильностью, а не тревогой. Я затронул тему любви с желанием исследовать другую сторону себя. Это станет моим новым источником вдохновения. Вопрос. У Юнги был очень успешный сольный тур в 2023 году. Ты обсуждал с ним, чего хотел бы достичь в твоем туре? Ответ. Я попросил его совета по общей структуре тура. Что касается выступлений, каждый из нас привносит на сцену уникальный набор своих сильных сторон. Поэтому я сосредоточился на формировании постановки, чтобы отразить то, что хотел исследовать разными способами. Ким Тэхён – это праздник нашей души. Песня «Seven» в исполнении Чангука становится первой и единственной песней азиатского сольного исполнителя, которая продержалась 600 дней в ежедневном глобальном чарте Spotify. Поговорим о сосредоточенном и спокойно уверенном Чангуке. Нет? Вы тоже в слюнях?
Немного о главном. Юнги сказал, наша команда никогда не распадется. Нет ничего лучше ее. Это то, что я думаю, и мы об этом всегда говорим. Я верю, что спустя эти 2 года, на протяжении которых мы не сможем быть вместе с участниками, ARMY все еще будут с нами. Но с другой стороны, это значит, что артист тоже должен оставаться со своими фанатами. Мы обязаны вернуться к ним. Чангук полностью и безоговорочно попал под очарование Тэхёна. Эти щечки были созданы, чтобы быть зацелованными. Самое лучшее начало. Достойно уважения. Нетизины хвалят BTS за их отношение к военной службе. 5 из 7 участников группы продолжают выполнять свой воинский долг, и их стремление служить на действительной военной службе не осталось незамеченным нетизенами. Благодаря огромной популярности BTS во всем мире, тема обязательной военной службы участников группы неоднократно становилась предметом обсуждения, особенно в преддверии их призывов. К настоящему моменту участники Джин и Хосок уже завершили ее. Единственное исключение составляет Юнги, который служит в качестве государственного служащего из-за травмы плеча, впоследствии потребовавшей операции. Несмотря на это, он продолжает добросовестно исполнять свой воинский долг в соответствии с законодательством Южной Кореи о призыве. Обязательная военная служба BTS вновь стала предметом обсуждения. Корейские нетизины решили выразить восхищение участниками группы, которые добросовестно несут свою службу наравне со всеми. Один из нетизенов написал в популярном корейском онлайн-сообществе: «Я не фанатка BTS, но все равно считаю, что это очень круто, что они все без исключения поступили на военную службу». Другие нетизины также присоединились к обсуждению и поделились своими мыслями. Они написали: «Даже если вы не армия, большинство людей все равно думают именно так. Те, кто пытается раздуть из мухи слона, скорее всего, просто те, кому BTS изначально не нравились. Многие знаменитости пытаются избежать службы в армии или найти способ уклониться от призыва. BTS могли бы легко поступить так же, но они не стали этого делать. Эта группа полна сильных духом людей, которые не обращают внимания на критику и просто продолжают двигаться вперед. Учитывая их огромную популярность, их решение поступить на службу действительно впечатляет. Но разве служба в армии не является чем-то само собой разумеющимся? Почему это такое важное событие? Потому что многие айдолы прекрасно танцуют, но когда приближается время призыва, у них внезапно возникают проблемы со здоровьем, и они оказываются на государственной службе. Тем временем BTS пошли на службу, хотя у них были и другие варианты, поэтому они выделились и, скорее всего, будут еще долго в индустрии. Если бы они попытались уклониться от службы, споров было бы еще больше. Так какой смысл жаловаться? Честно говоря, неужели нельзя было организовать все так, чтобы все участники поступили на службу одновременно и точно так же демобилизовались в один день? Это должно было быть возможно. BTS достойны восхищения за то, что они пошли туда без отговорок, зная, что им придется нелегко. Если бы другие группы сделали хотя бы половину из того, что BTS сделали для Кореи, они бы преуспели. Для корейца такое мышление – просто здравый смысл. Несмотря ни на что, они добросовестно служат и делают все хорошо. Это действительно впечатляет. Мой иностранный друг
Даже спросил, так ли плоха ситуация с Северной Кореей, раз BTS пришлось поступить на службу. Они не могли поверить, что Корея отправит BTS в армию, несмотря на те экономические выгоды, которые они приносят стране. Чангук мог бы посвятить себя сольной карьере, но вместо этого он решил пойти служить, когда был в самом расцвете сил. Он сделал это, чтобы воссоединиться со своими хёнами в полном составе. Это поистине заслуживает уважения. Тэхён слишком любит эти щечки. Моя личная икона стиля. Этот день я никогда не забуду, всегда в моем сердце. Хасок в эфире. Куда я еду? В аэропорт. Я занимался тем, что собирал вещи, нужно было много чего сложить, учитывая, что я еду в тур. Ребят, вы наслаждаетесь Sweet Dreams? Песня такая же милая, как и вы, армия. Я был с вами с того дня, как вышла песня. Не знаю, как вы к этому отнеслись, но я правда старался изо всех сил. Я думал о том, что должен создать с вами хорошие воспоминания, прежде чем улечу. Поэтому я выбрал мероприятие и живое выступление. Я очень рад тому, что вам понравилось. Я сделал мероприятие Sweet Dreamland из-за вас, ребята. Какая часть вам больше всего нравится в Sweet Dreams? Каждая? Вся песня? Я официально начну тур по Северной Америке из промо-акций. Подготовлено довольно много забавных и приятных мероприятий. Цель этого тура – быть в безопасности, не получить травму и вернуться здоровыми после его окончания. Магически прекрасен. «100 дней с Winter Ahead», 100 дней песни, которая ощущается как тихое объятие, несущее тяжесть ностальгии, тепла и тоски. Это может быть зимняя баллада, но ее эмоции не подвластны времени, задерживаясь, как нежный снегопад, который никогда по-настоящему не тает. Это песня для каждого сезона, та, которая меняется вместе с вашими эмоциями, утешая вас тихими ночами, сопровождая вас в задумчивые утра и оставаясь с вами еще долго после того, как затихает последняя нота. Это сотрудничество больше, чем просто музыка, это встреча двух артистов, которые глубоко уважают и понимают друг друга. То, как переплетаются голоса Тэ и Пак Хё Шина, ощущается как разговор родственных душ, деликатный, но глубоко звучащий. Их артистизм сияет в том, как они легко передают эмоции, вовлекая слушателей в историю только своими голосами. Помимо самой песни, этот момент в становлении Тэхёна кажется значимым. Он непрерывно растет, исследует новые музыкальные горизонты и сотрудничает с теми, кто его вдохновляет. Глубина его мастерства становится только очевиднее со временем. Прошло 100 дней, а Winter Ahead все еще звучит мягко, красиво, незабываемо. Засмотрелся? Ну, бывает.
Чангука упомянули в статье о мультфильмах, номинантах на премию «Оскар». Давайте будем реалистами. «Головоломка 2» стала культурным событием. Она напрямую борется с тревогой, вызывая к жизни навязчивые мысли, которые не дают нам спать по ночам. Она представила новые эмоции, включая зависть, персонажа, который сразу же стал вирусным из-за того, что выглядел точь-в-точь как Чангук, то, что армии не упускали из виду ни на секунду. Сильный мужчина Тэхёна. Джин был замечен в Хэнамдонг, Гамджатанг Мейн-Брэнч, влиятельным лицом в сфере красоты, Вивьен, то в посте она написала: «Обедали в заведении, где подают камджат-хан, и официантка вдруг спросила, нравится ли нам К-поп. Мы сказали да. Она сказала нам, что сейчас здесь есть поп-айдол, попробуйте его найти. Обернувшись, я увидела Джина, который обедал. Если за мной следят какие-то армии, то он был в кроссовках Гуччи, я бы гордилась своим кумиром за то, что он так серьезно относится к своей работе посла, поэтому я подумала, что вам всем будет интересно узнать об этом». Думаю, Чангук хотел мне просто легонько похлопать. Как же я люблю моменты, когда Тэхён пособственнически кладет руку на бедро Чангука. Они освещают наш мир, как никто другой. Посмотрите, какой малыш. Главный энтузиаст галстука Чангука. Так, вот что имел в виду Тэхён под «мне нравится собирать красивые галстуки». Обожаю эти выражения лица. У этих, как всегда, все стабильно, на своей волне.
и каждое прикосновение, пускай даже мимолетное, отзывалось пульсацией в кончиках пальцев. Никакой романтики, лишь констатация фактов и любовь. Да, любовь. В каждой из бесконечностей. Как Тэхён прожигает его взглядом. Как нежно и правильно она там лежит. Рядом с Тэхёном превращается в котенка, требующего внимания. И все это только его. Это просто выглядит вот так. Я совсем немного на него посмотрю, никто же не заметит. С Чангуком очень опасно играть в снежки. Мы все проиграем. Второе место. Это так интимно. Мне кажется, что Тэхён специально губу прикусывает, чтоб язык не выпал, глядя на Чангука. Как наказать Тэхёна, когда он раздражает от Чангука? Подними его и брось на диван. Покатайте его на спине, а затем бросьте на диван. Подбросьте его в воздух. И на диван. Быстро брось его на диван. Мы поняли, Чангук. Ты хочешь уложить его на лопатки и бросить на диван для дальнейшего успокоения, если вы понимаете, о чем я. Первое место. Ну вы посмотрите, какой Чангук тактильно голодный. Просунул пальцы под рукав и гладил Тэхёна внутри. Он даже притянул его ближе к себе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,